Всем привет, дорогие зрители! Я очень рада, что вы заглянули на наш канал. А мы продолжаем наш марафон уборки, да, к Новому году. А я сегодня в сторис поделила тем видео, которые вы уже до этого посмотрели, короткими фрагментами. И подписала, что чтобы встретить Новый год, нужно нам очиститься от наше пространство, помыть, почистить, да, чтобы что-то новое пришло в нашу жизнь. От старого, ненужного, от чего-то нужно избавиться. И тут мне одна в личку пишет, мы с ней когда-то учились вместе, она мне пишет, что типа аффирмация, вот это все, конечно, как бы это все классно, да, но не всегда это работает. Это работает все вместе. То есть, когда ты головой, все начинается с головы, да, когда у тебя в голове все чисто, когда у тебя вокруг все чисто, когда у тебя все вокруг так, как ты хочешь, тебя окружают те люди, которые ты хочешь, да, с кем тебе комфортно, вот, и тогда только начинает все это получаться. А если сидишь в залежах мусора, в залежах ты не знаешь, где какая куча и что у тебя там лежит, то, у меня настроение, например, бы, наверное, испортилось, и точно ничего бы в моей жизни хорошего, наверное, не приходило, если бы я сидела сама грязная, вокруг грязная, дети грязные, не знаю, я думаю, что все-таки это работает, когда вокруг тебя чисто, когда у тебя в голове чисто, нет мусора, да, когда окружение твое, кто нас окружает, тем мы становимся, вот, все-таки я думаю, что это работает, поэтому подготавливаемся к Новому году, встречаем Новый год с чистой квартирой, с чистыми мыслями, да, и тогда обязательно придет что-то хорошее. Сегодня у меня видео не такое длинное получилось, как я и хотела. А сегодня я пылесошу наши матрасы, диваны, кровати, все протираю. Пропылесошу вот этот вот ковер, который висит, стенку помою. Там вот у кого стен нет, кстати, вам мыть их не нужно, да. А у меня есть стены, трубы, вот это я тоже все. И решила, где детская кровать на втором этаже, я решила потолок тоже сразу там протереть, чтобы уже туда потом не залазить. То есть трубы, стены я тоже там сразу протерла. Сразу, знаете, легче как-то дышать становится, все равно эти места. Я летом выносила все это постельное белье, выбивала, сушила, и даже 2 раза за лето, то есть в начале и в конце, да, когда жара была у нас сильная. У нас лето все жаркое было. И получается где-то сентябрь, октябрь, ноябрь, 3 месяца, это уже, получается, я никуда не выносила, не пылесосила. Может быть, это кто-то делает такой правильный каждый месяц, но я это каждый месяц не делаю. И поэтому мне прям сразу задышалось легче. Что хочу сказать. У меня уборка тут получилась такая, знаете, скомканная немножко, потому что я тут убиралась, а тут мне нужно было ехать в наш районный центр. Мы с братом договорились с его женой. Они как-то внезапно позвонили, мне так показалось, оказывается, время уже обед был. И получается, я без обеда, даже без ничего поехала. И как бы уборку свою законченность вам не показала. Я приехала уже потом по темноте вечером, и вам не стала снимать, у меня отстирались покрывала, и потом я их сегодня только застелила. Так что у меня только процесс уборки есть, а результата сегодня нет. Как видите, я здесь протираю сразу кровать, и под кроватью я везде все протираю, то есть чтобы мне этого уже потом не касаться. Протираю здесь я немножко доместоса добавила, но делаю без перчаток, потому что не сильно сконцентрированная, думаю, наверное, ничего рукам не будет. А потом просто я их кремом помазала, и все отлично. Я обычно, когда деток провожаю, потом обратно иду, включаю себе книгу, да, аудиокнигу, потом прихожу, у меня как раз Димочка еще спит в этот момент, и я в наушниках уже продолжаю слушать. И сегодня, знаете, такой момент интересный прослушала, это применимо к тому, что
Ну, про то, что когда ты нервничаешь, да, когда плохие мысли тебя посещают, а как с этим бороться. Ну, вот некоторые бывают действительно, они вот почему-то всегда на минусе, да, то есть у них всегда все плохо, всегда все виноваты. Вот я про эту тему вам в прошлый раз начала говорить, да, и знаете, как это отслеживать? Например, вот кто-то очень часто на детей кричит и не знает, как с этим бороться, да, кто-то нервничает на детей, и вот все, вроде бы себя виноват, ты чувствуешь, а потом бах, опять сорвалась. Вот, знаете, как это отслеживать? Там совет такой, чтобы вот с этими мыслями, кто с чем бороться, да, а кто-то там с неприятными мыслями, кто-то вот с нервозом, что вот я опять понервничала, сорвалась. Нужно резинку одеть на запястье. Есть такие тонкие резиночки для волос, а можно просто резинку одеть такую тонкую на запястье, и каждый раз, когда вы делаете действие, которое вам не нравится, от которого вы хотите избавиться, да, вы вот так вот оттягиваете резинку и отпускаете, то есть будет вам больно, и оно как срабатывает, что вам сигнал дает, что вы делаете что-то не то. И вот когда вы так будете каждый раз делать, то, что вот, например, если вы постоянно нервничаете, да, там на мужа нервничаете, на детей нервничаете, потом себя вините в этом. Вот получается, сорвались на ребенка, вот так себе сделайте. Опять что-то ему плохое сказали, опять вот так сделайте. Там мужу буркнули что-то, ну или понервничали, да, нервно ответили, опять. И потом постепенно вы перестанете вот это действие делать. То есть, вы перестанете срываться, это как сказать, это получается перебороть себя, ну не то, что перебороть себя, а отследить и исправить, в общем, в лучшую сторону. Вот кто что делает то, что ему не нравится, например, вот кто-то осуждает кого-то, да, очень любит косточки поперемывать, есть такие люди, и, например, если он хочет с этим бороться, вот прям вот язык чешется что-то сказать, раз себя вот так вот резинку отпустить, и чтобы оно немножко больно запястью было, если человек, конечно, этого хочет. Так что вот такой способ, может быть, кто-то даже курить так бросит, я не знаю насчет курить, там ничего не говорили, а именно вот про какие-то действия, какие-то мысли. Попробуйте так сделать. Мы пропылесосили диван, пропылесосили под диваном. Теперь я здесь протираю. Здесь лежат мужа инструменты, которые нельзя хранить в коридоре, там на улице, на морозе. Они испортятся. Вот, это его, можно сказать, пространство, поэтому я здесь все протерла, все складываю. На этом моя уборка заканчивается. У меня сегодня результата здесь нет, я думаю, что это ничего страшного. Надеюсь, что я вам смотивировала, вам со мной было не скучно. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!